Дорогие друзья, всем привет! Рад встрече с подписчиками моего канала, рад гостям моего канала. И сегодня я буду готовить купаты. Сегодня купатами называют все колбаски для гриля. Это стало таким нарицательным названием, но на самом деле купаты – это абсолютно совершенно аутентичное самостоятельное блюдо. Смотрите, какую красоту вы можете приготовить у себя дома на кухне. Сочные, мягкие, ароматные купаты поразят вкус ваш и ваших гостей. Это достойный продукт. Досмотрите это видео до конца, и вы будете точно знать, как приготовить это замечательное блюдо у себя дома. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну а теперь погнали готовить. Итак, что нам потребуется для приготовления купат? Мясо. Свинина, говядина 50 на 50. Здесь у меня 2 килограмма 700 грамм. Я в мясной лавке взял мясо, говядину и лопатку нежирную. Такое содержание жира 20%. И мне там этот фарш перекрутили, чтобы дома я не заморачивался. Значит, лук я взял из расчета 150 грамм на килограмм фарша. Значит, лук я пропущу через мясорубку с решеткой диаметром 3 миллиметра. Значит, чеснок у меня из расчета 20 грамм на килограмм. И зелень, это свежая кинза из расчета где-то 10, наверное, 12 грамм на килограмм. Значит, лук, чеснок и кинзу я пропускаю через мясорубку и буду это все вмешивать в фарш. Значит, по соли и специям. Значит, соль из расчета 16 грамм на килограмм, и здесь еще 2 грамма сахара на килограмм. Вот это вот соль. Значит, соль можно чуть добавить больше, если вы хотите, чтобы ваши купаты были более соленые. Соль – это усилитель вкуса. Я взял 16 грамм на килограмм, аж 1,6%. Значит, это кинза молотая, это кориандр молотый. Я его взял из расчета 1,5 грамма на килограмм. Черный молотый перец 1 грамм на килограмм. Значит, зерна горчицы я взял 2,5 грамма на килограмм сухие. И хмели сунели у меня из расчета 1,5 грамма на килограмм. Вот, в принципе, все по специям. Значит, и добавляют в купаты, в рецептурах я встречал, значит, сушеный барбарис или гранат. Гранат, он ягодка с косточкой, поэтому я пошел простым путем. Я взял гранатовый соус, так называемый нашарап. Он кисло-сладкий. Значит, я взял из расчета 20 миллилитров на 1 килограмм фарша. То есть все эти ингредиенты я там в описании под этим видео. И при вымешивании я добавлю 10% ледяной воды. Вот после вымешивания в планетарном миксере я оставлю фарш в холодильнике при температуре где-то 4-6 градусов на 12 часов. А завтра я набью в оболочку. У меня натуральная свиная черева диаметром 36-38 миллиметров. И тепловая обработка будет у меня в сous-вид. Соль я взял только обычную поваренную. Нитритную соль я в этом рецепте не использовал, поскольку я буду готовить эти купаты на гриле, то есть на высокой температуре. Поэтому все те изделия, которые подвергаются тепловой обработке на высоких температурах, там выше 150 градусов, нитритная соль не используется, то есть не рекомендуется, поскольку при нагревании на таких температурах нитрит натрия разлагается на канцерогенные нитрозамины. Поэтому будем с друзьями жарить эти купаты на гриле, устроим такой там барбекю, и я поделюсь с вами уже результатом этого рецепта. Вот, в принципе, все, что касается ингредиентов и рецептуры. Так, решетка 3 миллиметра, фарш, и сейчас мы будем это дело все перекручивать. Лук, кинзу и чеснок.
Смотрите, перекрутил я лук, чеснок и кинзу. Теперь это надо все смешать до однородного состояния. Так, соль и сахар, кориандр, черный молотый перчик, хмели сунели, сухая горчица. И здесь у меня наш араб, гранатовый сок. Теперь после внесения специй еще раз все необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. Таким образом, чтобы все специи равномерно распределились в этом колбасном фарше. Фарш для наших купат готов. Теперь я его упакую в пластиковый контейнер и уберу до утра на 12 часов в холодильник. А завтра я уже продолжу его готовить. За ночь соль разойдется, специи разойдутся, и я получу очень хороший фарш для купат. На этом этапе через 12 часов после того, как фарш настоялся в холодильнике, я переместил его в чашу планетарного миксера. У меня обычный бытовой планетарный миксер, чаша 5 литров. И сейчас я буду его вымешивать вот такой насадкой и буду добавлять воду. По рецепту я добавлю 10% ледяной воды. Вымешивать я буду на среднем режиме, на средних оборотах до образования таких белых нитей. Вымешивал я фарш недолго, наверное, где-то 3-4 минуты, но не больше 5, это точно. И вот посмотрите, какая консистенция фарша, какая его текстура. Фарш крупного помола, и он будет однородный. И теперь я проведу контроль температуры. При вымешивании фарш, естественно, нагревается, и критическая температура для такого изделия это 10-12 градусов. В принципе, у меня все в пределах нормы. И теперь я переместил фарш в колбасный шприц, у меня 5-литровый вертикальный, и буду набивать в колбасную оболочку. В качестве оболочки я использую натуральную свиную череву диаметром 36-38 мм. Я нарезал колбасную оболочку кусочками длиной ровно 1 метр 10 сантиметров. Почему я именно такой выбрал размер? Каждый кусочек у меня будет заполнен фаршем. Я сделаю купаты длиной 15 сантиметров. 6 купат по 15 сантиметров это 90. И по 10 сантиметров я оставляю с краю для того, чтобы потом сделать вязку купат. И эти вот 10 сантиметров для меня будут очень важны. Смотрите, набивать необходимо не очень плотно, поскольку уплотнять фарш в оболочке я уже буду в процессе перевязки. Для тех из вас, друзья, кто первый раз на моем канале, у меня есть специально записанное видео о том оборудовании, которое я использую на своей кухне. В этом видео есть обзоры мясорубки, колбасного шприца, вида, ротационного кипятильника, вакууматора, оболочек. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, нажав на которую вы можете перейти на это видео и ознакомиться с этой информацией. Я думаю, это для вас будет полезно. Вот таким образом я формирую колбасные оболочки, наполненные фаршем. Ну а теперь я сделаю перевязку. Вязать буду обычной двоечкой.
Посмотрите внимательно, я в таком медленном режиме для вас специально это записал, и вы можете потом повторять это на своей кухне столько раз, сколько вам это будет необходимо. Перед перевязкой я осматриваю набитую фаршем колбасную балочку, и если там в каких-то местах остался воздух, я обычно зубочисткой прокалываю. Натуральную оболочку можно прокалывать, и в принципе качество набивки получится идеальным. Я выбрал середину, ровно середину, и в середине перекрутил колбасную оболочку на две части. Теперь я разделю на условно равные три части, и вот эти вот 90 сантиметров у меня превратятся ровно в 6 колбасок. И здесь на хвостиках у меня осталось примерно по 10 сантиметров колбасной оболочки для финальной перевязки. Такой способ перевязки очень прост. Купаты не будут развязываться, раскручиваться. Они получаются примерно равного размера, именно по 15 сантиметров, так как я и хотел. Ну и в ходе тепловой обработки они будут держать форму, и с ними будет очень удобно работать. Ну и вот, смотрите, да, на финальном этапе перевязки вот эти вот два хвостика по 10 сантиметров позволяют очень качественно и эффективно уплотнить колбаски, просто перевязав их узелком и зафиксировать вот такую вот вязку. Посмотрите, какая получилась красота. Вот так это, в принципе, должно выглядеть в идеальном состоянии. И теперь можно переходить к тепловой обработке. Пока я набивал колбасную оболочку, перевязывал, фарш у меня отеплился, я переместил его в 12-литровую кастрюлю. Купат получилось достаточно много. Я поставил градусник и теперь, залив воду, обычную воду комнатной температуры, я буду проводить тепловую обработку именно в воде. Вот так накрыл тарелочкой, чтобы они не всплывали. Кастрюля получилась полная. Теперь на медленном огне я доведу температуру воды до 80 градусов и буду варить до состояния полной готовности где-то 68-70 градусов. Минут через 20 после того, как купаты варились при температуре 80 градусов, я вставил щуп для того, чтобы проконтролировать температуру внутри этой колбаски. В общей сложности у меня ушло примерно 25 минут. И вот температура внутри изделия 69-70 градусов. Мои купаты готовы. Этап охлаждения. Этот этап позволяет резко опустить температуру внутри изделия, остановить процесс тепловой обработки. Тем самым мы можем увеличить сроки хранения. Минут 15-20 в холодной проточной воде достаточно. Вот в таком виде я получил готовый продукт. Купаты плотные, такие ровные по консистенции. В таком виде после тепловой обработки купаты еще являются таким себе полуфабрикатом. И доводить до готовности, конечно, мы будем его чуть попозже. Вот так, упаковав в вакуум, я буду хранить купаты в холодильнике. В таком виде
Они хранятся благополучно до 21 дня. При необходимости их можно заморозить в морозилке, а потом после щадящей разморозки получить идеальный продукт. Ну и, конечно, небольшую часть я оставил и тут же обжарил на сковородочке для того, чтобы снять пробу. Дело в том, что моя гриль-компания соберется через пару дней, и в вакууме у меня оккупанты будут ожидать своей очереди, чтобы быть приготовленными на открытом огне на гриле. Но даже вот здесь на сковородке, да, посмотрите, какая сочность. Хорошо видны специи, ну и вкус невероятный. Купаты отличаются от любых других гриль-колбасок именно составом мяса и набором специй. Рецептов колбасок для гриля невероятное множество, и я еще буду возвращаться к разным рецептам колбасок для гриля. Друзья, если вам понравился рецепт этих купат, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подпишитесь на мой канал, оставайтесь на фудкорте, жмите на колокольчик. Вас ждет много вкусного и интересного. До скорой встречи, друзья!